Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию сумки кроссбоди из трикотажной пряжи. На вязание этой сумки у меня ушло 200 метров трикотажной пряжи разных цветов, 2 магнитные кнопки пришивные диаметром 18 мм, крючок номер 8 и крючок номер 6. Длина сумки 30 сантиметров, высота 20 сантиметров, длина ручки 80 сантиметров. Подписывайтесь на мой канал, здесь очень много разных видео по вязанию сумочек из трикотажной пряжи и шнура. Для вязания сумки мне понадобится трикотажная пряжа. Я буду использовать пряжу Алтын, толщина нити 7 мм. Буду вязать из двойной нитки, поэтому беру 2 ниточки из мотка, аккуратно разматываю с внешней стороны мотка и пряжу слегка растягиваю. Вязать буду крючком номер 8. Беру 2 ниточки, оставляю короткий кончик сантиметров 5, набираю цепочку 19 воздушных петель. Готово. Набрала 19 воздушных петель. Вяжем первый ряд. Первую петлю пропускаем, вводим крючок за заднюю полупетельку второй петли и вяжем столбик без накида. Продолжаем. Вяжем до конца ряда всего 18 столбиков без накида. Заканчиваем первый ряд, связали 18 петель. В конце каждого ряда делаем одну воздушную петлю для подъема следующего ряда. Кончик нити прячем внутри петель следующего ряда. Во втором ряду и во всех последующих рядах вводим крючок под верхние полупетли и провязываем столбики без накида. Вяжем всего 18 петель до конца ряда. Мы закончили второй ряд. Не забывайте, в конце каждого ряда делайте воздушную петельку для подъема следующего ряда. И далее продолжаем вязать третий и все последующие ряды по 18 столбиков без накида в каждом ряду. Особенностью этой сумочки кроссбоди является то, что мы можем вязать ее из остатков пряжи. Здесь я хочу показать вам, как мы начинаем вязать из нового мотка. Отрезаем кончик нити, прикладываем новую пряжу и продолжаем вязание уже другим цветом. Кончики нити
оставляем не спрятанными. Они у нас должны быть вот так оставлены. И затем мы можем их спрятать или оставить их. Я решила оставить, не убирать. Продолжаем вязание. Закончили третий ряд. Итак, мы с вами продолжаем вязание и вяжем в высоту всего 36 рядов. Закончили, связали 36 рядов. Вот здесь у меня как раз был остаток нити, я его уже отрезала. И вытягиваем последнюю петельку. Кончик нити можно оставить незаправленным или можно спрятать. Я решила его спрятать. Обратите внимание, что с внутренней стороны у меня нет выпущенных кончиков нити. Все, какие были кончики, я перевела на внешнюю лицевую сторону. И здесь тоже можно их все подровнять, сделать одной длины. Кончик в начале и в конце вязания я решила все-таки спрятать. Поэтому вот так аккуратно тонким крючком, крючком номер 6, прячем кончики нити внутри петель. Если вы еще не определились, хотите ли вы оставить кончики нити или спрятать их, давайте я вам покажу, как будет выглядеть полотно, если мы уберем все кончики и оно у нас будет гладкое. Вот так. И как будет выглядеть полотно, если мы оставим кончики нити. Вот наша сумочка кроссбоди с внешней стороны, и ниточки вот так остаются не спрятанными. На мой взгляд, это смотрится тоже очень интересно, и я решила оставить именно этот вариант. Если же вы все-таки решите спрятать кончики нити, то мы берем тонкий крючок номер 6 и аккуратно по одному спрячем их влево и вправо. Давайте измерим полотно. Длина у нас получилась 52 сантиметра и ширина 27 сантиметров. Это наши 36 рядов по 18 петель в каждом ряду. Далее нам нужно расставить маркеры, чтобы определить передняя стенка сумки, задняя и донышко. Давайте парами посчитаем. Мы отсчитываем 6 пар рядов, это 12 рядов, на переднюю стенку сумки. Затем 2 ряда на донышко сумки. Затем еще 6 пар, это 12 рядов, на заднюю стенку сумки. И 5 пар, 10 рядов на клапан сумки. Симметрично напротив, с другой стороны сумки, мы также расставляем маркеры. Здесь плохо видно, поэтому я переверну полотно, чтобы мы его видели только с внешней стороны. Вот. Напротив друг друга мы ставим маркеры передней стенки, донышка, задняя стенка сумки и остается клапан. Итак, мы поделили сумку на части. Вот так будет выглядеть наша сумочка, когда мы ее сложим именно по тем частям, которые мы определили маркерами. Далее мы можем пришить магнитные кнопки. У меня пришивные магнитные кнопки, диаметр 18 мм. Я прикладываю кнопочки, одну часть на край клапана и вторую часть на сумку. Пришиваю кнопки прозрачной мононитью, это такая тонкая леска, она используется в шитье и в изготовлении бижутерии. Продается в любом швейном отделе. И аккуратно пришиваю магнитные кнопочки
по 3 стежка на каждое отверстие, всего 4 отверстия. Не отрывая нить, перехожу от одного отверстия к другому. Теперь нам нужно определить, где у нас будет находиться вторая часть кнопки на сумке. И ее тоже пришиваем для первой кнопки и вторую кнопочку полностью вверх и низ. Готово. Пришили магнитные кнопочки. Вот так они у нас выглядят. И далее мы будем с вами вязать ремешок и боковинки для сумки. Для этого мы берем крючок номер 6, оставляем кончик нити сантиметров 40. Вначале делаем узелок и далее набираем цепочку 100 воздушных петель. Готово, набрали 100 воздушных петель. Теперь здесь в конце мы оставляем кончик нити, также 40 сантиметров, и отрезаем. Вяжем второй ряд, берем нитку другого цвета, оставляем такой же кончик нити 40 сантиметров, делаем узелок и затем начинаем вязание первого ряда. Прикрепляем нитку к цепочке, вводим крючок в первую полупетельку и вяжем соединительный столбик. Продолжаем вязание, вводим крючок в полупетельки и вяжем соединительные столбики. Всего 100 соединительных столбиков до конца ряда. Закончили. Оставляем кончик нити, примерно такой же, как у первой нитки, и вытягиваем последнюю петельку. И так продолжаем с вами вязать. Всего 5 рядов. Первый ряд мы с вами уже связали. Остается еще 4 ряда. И получается всего мы используем 6 цветов пряжи.
Итак, мы закончили, связали 5 рядов. Теперь отсчитываем 17 петель с одной и с другой стороны. Ставим маркеры и будем пришивать боковинки к сумке. Здесь у нас 12 рядов для передней стенки, значит 12 петель. Мы берем новую рабочую нить, примерно нам понадобится 1 метр. Отрезаем ниточку и крючком номер 6 пришиваем боковинку к сумке. Убираем маркер с первой петельки, вводим крючок в эту петельку и вводим крючок в первую петлю первого ряда. Пришиваем. Вначале можно завязать узелок, потом кончик нити спрячем. Теперь вводим крючок в следующую петлю на боковинке и в следующую петельку на сумке. Делаем один стежок. Затем на боковинке один стежок пропускаем, в следующий вводим крючок за полупетельку, а на основной детали сумки вводим крючок в следующую угловую петлю, это будет третий ряд. Теперь на боковинке берем следующую петлю и на сумке следующую петлю. Теперь на боковинке одну петлю пропускаем, а на сумке ничего не пропускаем, берем следующую петлю. Итак, продолжаем с вами шить. Получается, на боковинке мы шьем с такой последовательностью, шьем 2 петли, одну пропускаем. На сумке мы никакие петли не пропускаем, используем все 12 петель. И благодаря такой чистоте пришивания стежков у нас будет равномерно пришиваться боковинка к сумке, не будет слишком растянута и не будет ничего провисать. Нам нужно распределить 17 петель на 12 петель сумки. Вот мы с вами заканчиваем. Осталось последние 2 петельки. И вот у нас остается последняя петелька. Убираем маркер. И мы закончили с вами пришивать переднюю стенку сумки. 17 петель на боковой детали к 12 петлям на основной детали. Теперь переходим на донышко. Здесь у нас на основной детали 2 петли и на боковой детали 5 петель. Мы аккуратно распределяем эти петли и пришиваем донышко ручки к донышку сумки. И теперь у нас осталась еще одна сторона, задняя стенка сумки и 17 петель на боковинке. Точно так же, как с другой стороны, мы пришиваем 2 петли подряд, затем одну петлю на стороне боковинки пропускаем, вводим крючок в следующую петлю и пришиваем далее. На стороне сумки мы никакие петли не пропускаем. И так продолжаем шить до конца. Все 17 петель на боковинке до маркеров. В конце я делаю 2 стежка в одно отверстие для того, чтобы покрепче пришить
боковинку к сумке. И кончики нити аккуратно прячу внутри петель. Теперь точно так же мы пришиваем боковинку с другой стороны сумки. Закончили, пришили вторую часть, и вот наша сумочка готова. Переходим к декорированию сумки. Вот эти длинные ниточки мы можем оставить как есть, либо мы можем заплести косички. Я решила все-таки заплести косички. Разделила их по 3 штуки. И у меня будет здесь 2 косички. Оставляю длинный кончик, завязываю узелок. Заплела все косички. И теперь я хочу их связать между собой бантиком. Аккуратно вот так завязываю потуже. И кончики нити выравниваю одинаковой длины. Кончики нити отрезаю. Итак, наша сумочка готова. Вот такая яркая, пестрая она у нас получилась. Здесь мы использовали с вами различные цвета пряжи. В общей сложности у меня ушло около 200 метров пряжи. В этой сумке мне больше всего нравится ремешок. Вот такой широкий, упругий он получается. И удобно сумку носить на плече. Также здесь у нас удобные застежки. И внутри сумка очень вместительная. Вот так выглядит наша сумочка внутри. Также у меня на канале есть видео-мастер-класс о том, как шить подкладку для сумки Crossbody. И я планирую снять еще один видео-мастер-класс по шитью подкладки без швейной машинки. Эта тема интересует очень многих, и мне об ней часто пишут девочки. Давайте измерим нашу сумку. Получается длина 30 сантиметров, высота 20 сантиметров и длина ручки 80 сантиметров. Подписывайтесь на мой канал, отмечайте меня на ваших работах в Инстаграме. И я желаю вам приятного вязания и до новых встреч!